Всем привет! А вот и долгожданное видео по пошиву пеленки кокон без оверлока. В этом видео я покажу, как можно аккуратно обработать все шовчики. Посмотрите, получается очень даже достойно, обработана горловина, все срезы, все очень аккуратно выглядит. Конечно же, без оверлока не обойтись, если вы шьете трикотаж, но на первое время можно шить таким способом. Давайте я вам покажу. Пойдемте шить. Для пошива я выбрала трикотажное полотно, это футро двухнитка, также подойдет для таких пеленочек и кулирка, и интерлок. Все ткани вы можете посмотреть у магазина Ткани Ленд, ссылки я оставлю в описании к этому видео, у них много разных расцветок, очень красивых. Ссылку на выкройку вы найдете в описании к этому видео. Перед пошивом полотно я постирала и отутюжила. Складываю пополам, лицом вовнутрь полотно и прикладываю выкройку. Деталь спинки идет цельная, я ее прикладываю к сгибу и получится две детали полочки. Внизу останется место для шапочки. Мне потребовалось всего 60 сантиметров на такую пеленочку. Пеленка подходит для новорожденных, размером она 56-62. Припуски я не добавляю на шов. Вот такие детали получаются. Две детали полочки, одна деталь спинки цельная со сгибом. И потребуется молния. У меня здесь потайная молния длиной 50 сантиметров. Вы можете взять молнию витую. Раскрываю молнию и буду вшивать ее по верху пеленочки. Прикладываем к одной из полочек. Сверху нужно оставить 1 сантиметр для припуска на шов. Скалываю молнию, а лучше это все сметать, чтобы было более надежно и молния не съехала при пошиве. И идем за машинку. Прямой строчкой прокладываем шов. Вот так получается. Молнию проверяем, застегиваем, чтобы снизу сходились у нас края. Затем скалываем деталь спинки и полочки, прикладываем изнанкой к изнанке, скалываем по всему периметру. И вот здесь как раз таки нам потребуется обтачка в виде косой бейки. Я буду использовать рибану. Вы можете взять и основную ткань, выкроить из нее отрез. Для начала я измеряю периметр пеленки. У меня получилось 130 сантиметров. Я выкраиваю немножко побольше, чтобы хвостики можно было подогнуть вовнутрь. Шириной 3 сантиметра и длиной 136 сантиметров я выкроила обтачку. На своей машинке я настраиваю двойную иглу. У меня машинка самая обычная, Бразер. И посмотрите, одна ниточка заходит в держатель, вот такой вот, посмотрите, а одна ниточка идет свободно. И прикладываем обтачку к лицевой стороне, лицом к лицу. И просто прямой строчкой, не растягивая обтачку, прокладываем шов. Я прокладываю на ширину лапки. У меня здесь рибана, но вы можете воспользоваться и основной тканью. Ширина этого отреза 3 сантиметра. Посмотрите, вот как получается. К лицевой стороне я вшила обтачку. И вот так выглядит с изнанки. Теперь вот эти вот края нужно подогнуть, как бы огибая этот шов, и все сколоть иголочками.
Вот так получается, я все сколола аккуратно. И теперь двойной иглой по лицевой стороне прокладываем строчку. Получается немножечко волной, это все можно утюжить, и волна уйдет, будет ровненько. А с изнанки вот эти вот, смотрите, остаются небольшие такие вот припуски, их нужно аккуратно подрезать близко к строчке, оставляя примерно 2 миллиметра. Вот, посмотрите, я уже здесь отутюжила пеленку, и она выглядит ровненько и аккуратно. Из основной ткани я подготовила обтачку для горловины шириной 4 сантиметра и померила вот здесь вот длину горловины. И таким же образом лицом к лицу прикладываю обтачку, оставляя небольшой хвостик, как бы его заворачиваю. Вот посмотрите на видео, подворачиваю вот так и прикладываю к краю. Скалываем иголочками и прокладываю строчку на ширину лапки. Старайтесь не растягивать. Если будете растягивать, либо у вас будет само растягиваться, поправляйте, чтобы горловина у вас не растянулась и не стала огромной. Обтачку нужно вот так вот подогнуть к серединке и затем прикладываем ко шву, немножечко выходя за него, примерно на 2 миллиметра, и все нужно сколоть иголочками, а лучше сметать. То есть смотрите, подворачиваем вот эту обтачку сначала к серединке, а затем огибаем шов, наш припуск, и прикладываем к шву, немного заходя за него. Строчку будем прокладывать по лицевой стороне, не касаясь самой обтачки, то есть как бы в желобок. Туда нужно попасть рядом с обтачкой. И получается аккуратно и с лицевой стороны вот так выглядит, и с изнанки. Горловину я обработала, застегиваем молнию, смотрим, что получилось. Краешки здесь у нас закрыты. Горловина получилась аккуратной, что с изнанки, что с лицевой стороны. Хорошо все отутюжено. И теперь нужно сделать клапан под молнию. Если у вас будет молния витая, вы можете этот клапан сделать на всю длину молнии внизу. Я буду делать небольшой клапан у горловины. Вот у меня остался вот такой вот небольшой отрез полотна. Я просто произвольно его складываю, примеряю, смотрим, чтобы он сюда подходил. И немножечко его сейчас осноровлю. Срежу вот эти все лишние хвостики, сделаю прямоугольником. Затем по длинной стороне складываем пополам и затем еще раз пополам. Вот так. Где открытые срезы, хвостики, я скругляю их ножницами. И давайте замерим, что у меня получилось, какие размеры получились. Длина, вот смотрите, 15 сантиметров и ширина 10. Вот такой вот у меня отрез получился, клапан под молнию. Сейчас край нужно обметать. Вы можете обметать зигзагом, либо двойной иглой. У меня стояла на машинке двойная игла, я ей и обметала. А вот эти вот лишние припуски я подрезаю близко к краю. И вот так аккуратненько получается. Затем прикладываем клапан к горловине. Все ровненько так вот разравниваем.
и скалываем иголочками. Буду прокладывать две строчки, одну близко к краю клапана, а вторую близко к молнии. Займемся шапочкой. Шапочку я буду шить также на машинке. Скалываем ее по всему периметру. Я ее сложила лицом к лицу. Хочу попробовать такой вариант, потому что всегда шила, когда шовчики были наружу. И теперь хочу попробовать, когда внутри. Вы можете сделать в классическом варианте и вывернуть ее на лицевую сторону, прошивать. У меня стоит здесь двойная игла, и ей я буду сшивать шапочку. Вы можете обработать зигзагом, подобрать на своей машинке подходящий зигзаг. Сейчас машинки современные, есть много разных эластичных строчек. Обтачку для шапочки я выкроила из рибаны размером 8 на 33. По короткому срезу я стачиваю на машинке прямой строчкой. И затем, раскрывая вот эти вот припуски все, складываю пополам, отмечаю серединку и уже вкладываю вовнутрь шапочки. Обрабатывать этот шов я буду зигзагом на машинке. Можно здесь также обработать и двойной иглой, припуски потом подрезать. Здесь можно выбрать любую эластичную строчку, которая есть на вашей бытовой машинке. Ну, вот так получается. Шапочку нужно отутюжить хорошо и выворачиваю на лицевую сторону. Можно сшить и шовчики наружу, то есть как вам больше нравится. Комплект мой полностью готов, вот так он выглядит. Посмотрите, как все аккуратненько обработано. На первое время без оверлока можете шить таким способом. Ну, конечно же, для любителей шитья из трикотажа в дальнейшем все равно придется приобрести оверлок. Такие пеленочки я шью, конечно же, на оверлоке. Я им очень довольна. Подробный видеообзор на мой оверлок есть на моем канале. Вот так выглядит на лялечке пеленка. Это кукла размером с новорожденного. Спасибо за просмотр этого видео. Отмечайте меня под своими работами в Инстаграме, либо в группе ВКонтакте. Я с удовольствием посмотрю и репостну вас к себе. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, оставляйте комментарии. И до новых встреч. Всем пока-пока.